Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в поле под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца, из этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в Национальном центре «Россия». 2026 год объявлен нашим президентом годом единства народов России. Поэтому мы провели масштабный всероссийский опрос. Предложили людям в разных уголках нашей большой страны ответить всего на один вопрос. С чего начинается Родина? Ответы были самые разные, начиная с того, что для кого-то Родина ассоциируется с гордостью за свою страну, заканчивая тем, что Родина – это такие теплые воспоминания о бабушкиных пирожках. Но большинство людей ответили, что Родина начинается с семьи. Именно этой важной и основополагающей теме
мы посвятим нашу первую тематическую встречу в рамках целого цикла. Мы поговорим сегодня о поддержке семей и здоровья, о достойной работе и возможности самореализации, об активном долголетии. И сейчас я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену нашего ключевого спикера, заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяну Алексеевну Голикову. Добрый день, Денис. Татьяна Алексеевна, да, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Уже стало доброй традицией, что на площадке Национального центра России мы проводим самые знаковые и, наверное, самые трогательные мероприятия. И то, что вы увидели сейчас на экране, не может не трогать, потому что было показано то, с чего начинается Родина. И, конечно, сегодняшней нашей встречей мы открываем целый цикл встреч, которые посвящены теме «Родина – это люди». И очень символично, что этот наш всероссийский проект здесь, в Национальном центре России, проходит, как сказал наш уважаемый ведущий, в год единства народов России, объявленный нашим президентом. И мы с вами точно знаем, что все 194 национальности, которые проживают в нашей стране, считают главной своей ценностью семью. И, конечно, это для нас очень важно, потому что и те высказывания, которые были на карте здесь, на экране, тоже говорят об этом же. И об этом мы сегодня поговорим. Хочу сказать, что наш президент назвал Россию семьей семей и неоднократно подчеркивал, что поддержка семей с детьми – это важнейший приоритет, а большая многодетная семья должна быть нормой, образцом для подражания, философией жизни и ориентиром всей государственной стратегии. Давайте посмотрим на цифры. Сейчас в нашей стране насчитывается около 24 миллионов семей, из которых примерно в 16 миллионах воспитываются дети. Более 3 миллионов семей растят 3 и более ребят. И очень хорошо, что за последние 5 лет число многодетных семей в России увеличилось в 1,5 раза. Итак, здоровая семья. Что же это такое? Я надеюсь, что мы все понимаем, что здоровая семья – это не только про физическое здоровье, которое, безусловно, ценное, о котором мы сегодня поговорим. Это про все то, что важно для каждой семьи. Это, безусловно, образование и развитие детей. Это хорошая, достойная, стабильная работа для родителей, забота и возможность вести активную жизнь для нашего старшего поколения. И это все составляющие семьи. И, конечно, наша основная цель – создать условия, в которых каждая семья сможет уверенно смотреть в будущее, зная, что государство ее поддерживает. Исходя из этого, мы разрабатывали стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержки многодетности в Российской Федерации до 2036 года. И сейчас эта стратегия работает в полном объеме по всей России, во всех регионах. Она, конечно, направлена на укрепление института семьи, повышение рождаемости, качества жизни семей, создание условий для развития детей. И что очень важно, в подготовке этой стратегии участвовали эксперты-демографы, наше научное сообщество, а главное, наше родительское сообщество. И то, что сегодня в ней отражено, и те приоритеты, которые в ней сегодня есть, в этой стратегии, это волеизъявление наших граждан. Как мы говорим, та самая обратная связь, которую мы всегда ожидаем, принимая те или иные решения.
Конечно, следуя утвержденной стратегии, мы последовательно наращиваем и федеральную, и региональную поддержку семей. Это и материнский капитал, всем хорошо известный, и единое пособие, и социальный контракт, и страховые выплаты, и семьи с детьми. И продляем программы, которые связаны с поддержкой семей. Это и ипотечные программы, и выплата 450 тысяч многодетным семьям на погашение ипотечного кредита и ряд других направлений. Я хочу вам напомнить, что в 2024 году указом президента закреплен единый по всей России статус многодетной семьи. И в 50 регионах страны уже на сегодняшний день региональные меры поддержки для многодетных представляются без оценки нуждаемости. Совсем недавно у нас с вами по решению главы государства и в соответствии с новым законом запущена семейная налоговая выплата. Родители 2 и более детей, имеющие низкие доходы, могут вернуть часть подоходного налога, уплаченного ими ранее, по ставке 6%. И я хочу сказать, что на сегодняшний день уже назначено более 1 миллиона таких выплат для более чем 2,2 миллионов детей. Отдельное внимание молодым семьям, и я должна сказать, что впервые стартовавший с 2025 года национальный проект «Семья» вернул в нашу с вами повестку, опять же, по просьбе, в первую очередь, молодых родителей, понимание того, как надо поддерживать обучающихся молодых родителей. И в первую очередь, конечно, речь идет о студенческих семьях. Напомню, что в 2025 году по инициативе «Единой России» официально закреплен статус студенческой семьи. А в национальном проекте «Семья» появились такие мероприятия, как создание комнат матери и ребенка в вузах. Хочу сказать, что их уже создано 365 252 вузов. Существенно увеличено пособие по беременности и родам для студенток и аспирантов. Эта работа продолжается, и в наших планах создание в каждом вузе службы, которая бы сопровождала молодые семьи, как на этапе создания семьи, так и тогда, когда ребята готовятся стать родителями. Ну и, конечно, помимо финансовых мер поддержки, важны помощь в решении бытовых вопросов, получение, как ни странно, семейной комнаты в студенческом общежитии, место в детском саду, уход и присмотр за ребенком, когда, естественно, родители находятся на занятиях. И мы очень активно эту инфраструктуру развиваем, и я должна сказать, что и руководство высших учебных заведений активно на это откликается, и мы видим движение вперед в этом направлении. Особое место в демографической повестке, конечно, занимают региональные вопросы. Я хочу напомнить, что по поручению президента с 2025 года почти половина регионов страны у нас на сегодняшний день получает особую федеральную поддержку, которую, исходя из своих и географических особенностей, и национальных особенностей, и наибольшей востребованности со стороны жителей, предоставляет, облачая это в соответствующие региональные меры поддержки. И это, должна сказать, дает свой результат. Я позволю себе привести цифры, потому что, несмотря на все сложности демографической ситуации, все-таки позитивные изменения у нас есть. В июне этого года в 20 регионах вырос суммарный коэффициент рождаемости. Наиболее существенный рост достигнут в Нижегородской, Рязанской областях и в Чукотском автономном округе. В 15 регионах видим рост третьих и последующих рождений. Среди них регионы Поволжья, Сибири, Северо-Запада. И здесь хочу также отметить двойку лидеров, куда вошли и Нижегородская, и Рязанская области. И мы еще будем приветствовать, но тем не менее хочу воспользоваться тем, что у нас сегодня здесь в студии губернатор Рязанской области. Хочу его за это поблагодарить.
Важный аспект семейного благополучия – это, конечно, возможность профессиональной ориентации с сохранением баланса между успешной карьерой и воспитанием детей. И сегодня мы создаем целостную систему по управлению рынком труда. Когда мы говорим о целостной системе, это значит, что мы выстраиваем ее, начиная от прогнозирования кадровой потребности до индивидуального сопровождения обучающихся, создания условий для переобучения на протяжении всей жизни и, что еще очень важно, чествование лучших специалистов в профессии. С 2023 года мы комплексно трансформируем систему службы занятости. До конца 2026 года в 60 регионах страны заработает сеть кадровых центров «Работа России». Благодаря модернизированным кадровым центрам быстрее наши граждане подбирают себе новую работу, а работодатели, соответственно, персонал. И должна сказать, что за последнее время поиска работы для соискателей сократилось почти вдвое. В сегодняшней напряженной ситуации на рынке труда это важный показатель. Отдельное внимание в этой работе уделяем участникам специальной военной операции. Буквально недавно Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, напомню, что она представлена правительством, профсоюзами и работодателями, разработан и, по сути, одобрен и направлен в регионы страны единый стандарт сопровождения по трудоустройству для участников специальной военной операции. Также в рамках национального проекта «Кадры» мы субсидируем оборудование рабочих мест с учетом специальных потребностей вернувшихся бойцов, а также обеспечиваем программой бесплатного переобучения по 213 специальностям, 27 из которых исключительно для вернувшихся бойцов, участников специальной военной операции по их пожеланиям. И на сегодняшний день мы видим, что наиболее востребованными профессиями, по которым обучаются ребята, это оператор беспилотных авиационных систем, это сварщик и это повар. Мирная, очень мирная специальность. Для тех, кто начинает свой трудовой путь заново, безусловно, очень важны поддержка, признание и самореализация. И я хочу сказать, что в 2026 году в рамках Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии» появилась специальная номинация, которая называется «У нас второй старт». Она стала среди всех номинаций самой массовой. Региональные этапы прошли в 64 регионах страны. Как вы понимаете, эта номинация «Второй старт» сделана для ребят, участников специальной военной операции. И я хочу сказать, что участники конкурса сегодня работают по самым разным профессиям. Это и спасатели, и врачи, и медсестры, и социальные координаторы, и инструкторы по адаптивной физкультуре, и инженеры, и сварщики. Но что важно, это не только мужчины. Среди призеров региональных этапов Наталья Арно, мама 4 детей из Мурманской области, которая добровольно пошла на передовую волонтером-медиком, а после возвращения открыла свое дело. Это медсестра Татьяна Жукова из Тюменской области, удостоенная медали за боевые отличия. И, как мы понимаем, за каждым таким вторым стартом своя непростая история, которая, безусловно, заслуживает глубокого уважения. Теперь несколько слов о здоровье физическом. В целом, на обеспечение долгой, здоровой и активной жизни наших граждан, начиная с рождения и до самого преклонного возраста, направлены несколько национальных проектов. Это, безусловно, национальный проект «Семья», который поддерживает
который поддерживает детское здравоохранение. Это национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на обеспечение качества и доступности медицинской помощи. И, конечно, это национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», который предполагает разработку и внедрение в медицинскую практику инновационных методов лечения и лекарственных препаратов и медицинских изделий. Еще со времен Николая Александровича Семашко одним из главных приоритетов в сфере охраны здоровья была профилактика. И мне очень приятно сказать, что сегодня мы это тоже ставим во главу угла. Это одно из ключевых направлений для выявления как предрисков, так и развития самих заболеваний. И должна сказать, что по итогам 2025 года количество граждан, которые прошли профилактические мероприятия по сравнению с 2019 допандемийным годом, увеличилось в 1,5 раза. Что за этими цифрами? За этими цифрами, как мы понимаем, более качественное выявление и большее выявление тех, кому впоследствии может оказаться нужна медицинская помощь. Причем сейчас мы это делаем и по месту учебы, и по месту работы, и непосредственно в самих медицинских организациях. А что еще очень важно, благодаря организации выездных форм работы удалось как раз достигнуть тех показателей, о которых я сейчас сказала. Сейчас новый этап. Мы перезагружаем эту работу, ориентируя ее в том числе на выявление предрисков и рисков развития заболеваний еще у здоровых людей. Модернизируем ранее созданные центры здоровья в центры здорового долголетия. Мы эту работу начали с 2026 года. 2026 год у нас является переходным, и каждый регион должен в своем регионе открыть такие центры здорового долголетия для того, чтобы они были доступны для граждан, а главное, с 2026 года и далее обследование в них бесплатно. Конечно, я должна отметить и специальные программы корпоративной поддержки здоровья сотрудников, которые тоже активно развиваются у нас сегодня. И здесь отдельный трек организован для участников специальной военной операции. Мы продолжаем также повышать доступность и высокотехнологичной медицинской помощи. По данным за 2025 год ее получают более 1,7 миллиона человек. Есть серьезные результаты, и вы понимаете, что мы каждый раз двигаемся, внедряя новые методы, которые ранее были ограничены для применения, погружаем это в систему обязательного медицинского страхования и делаем это абсолютно доступными для граждан по всей стране. Хочу сказать, что в 2025 году в России полностью обеспечена потребность в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток у детей. То есть на самом деле на сегодняшний день отсутствует очередь на такое лечение. А совсем недавно мы не могли даже об этом говорить. И должна сказать, что по данным Всемирной организации здравоохранения, Россия сегодня входит в число лидеров по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями. Для ускорения восстановления после сложного лечения развиваем медицинскую реабилитацию. Как вы помните, особую поддержку и развитие она получила в период пандемии, но достаточно в короткие сроки нам удалось ее серьезно расширить. И я бы здесь хотела обратить внимание на детей. Благодаря созданию 2 детских реабилитационных центров мирового уровня за 5 лет число ребят, которые прошли реабилитацию, увеличилось в 1,3 раза, и такую реабилитационную помощь получили более 2 миллионов детей. И еще один приоритет, о котором я хотела бы сказать, поскольку он и формирует нашу семью, это забота о старшем поколении. Это наши с вами бабушки и дедушки, и это люди, на которых держится, наверное, каждая семья. И до тех пор, пока у нас есть бабушки и дедушки, мы, какими бы взрослыми не были,
чувствуем себя детьми. И даже тот ролик, который сегодня был показан на экране, красноречиво об этом свидетельствовал. Дедушка, бабушка и внук или внучка. И, конечно, это всегда вызывает особые эмоции, особую трогательность. И здесь мы, конечно, должны делать все для того, чтобы наше старшее поколение как можно дольше находилось в активном долголетии. И сегодня я хочу сказать, что во всех 89 регионах страны активно реализуются программы активного долголетия, и ими сегодня охвачено более 15 миллионов человек. Должна сказать, что люди очень активно приходят и участвуют в этих программах, а самое главное, они повышают свое эмоциональное состояние и чувствуют себя абсолютно востребованными и интегрированными в общество. Конечно, особое внимание уделяем доступности такого рода услуг в городах и видим, что и сами руководители регионов активно на это откликаются. Но я думаю, что сегодня мы еще на эту тему поговорим. Что же касается тех, кто нуждается в активном, долговременном уходе, то по поручению главы государства развиваем систему долговременного ухода. И сейчас таким уходом охвачено 184 тысячи человек. Эта технология позволяет получать поддержку в привычной обстановке родного дома, ну и, конечно, давать возможность членам семьи выходить на работу. Мы развиваем новые социальные технологии помощи на дому, такие как стационар на дому, приемная семья для пожилого человека, передышка. Ну а там, где, к сожалению, наши пожилые люди оказываются одинокими, развиваем систему социального обслуживания, строя, ремонтируя и вводя в эксплуатацию новые социальные объекты. Только при поддержке федерального бюджета за последний период введено 77 таких стационаров, более чем на 8 тысяч мест по всей стране. Дорогие друзья, конечно, социальная тема неисчерпаема, а тема семьи тем более. Поэтому разрешите мне на этом остановиться, но что бы я хотела сказать в заключении этой части. Никакие проекты и инициативы были бы невозможны, если бы их не делали наши люди. И только благодаря нашим людям у нас получаются те результаты, которых мы сегодня достигаем. И мы с вами понимаем, что это всегда предмет взаимодействия с обществом, с нашими, в данном случае, родителями, с нашими бабушками и дедушками, для того, чтобы понять, а что важно, что нужно для того, чтобы развивать нашу страну, нашу Россию. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Наша встреча сегодня затронет несколько тем, и начнем мы разговор о семье, поддержке и условиях для рождения детей. И я думаю, что сейчас как раз-таки мы узнаем секрет Рязанской области, где удалось повысить рождаемость. Я с огромным удовольствием приглашаю на сцену наших гостей. Малков Павел Викторович, губернатор Рязанской области. Гаева Алена Азретовна, главный врач перинатального центра Кабардино-Балкарии. И семья Кураевых, многодетная семья из Рязанской области, победители регионального этапа «Семья года» в номинации «Многодетная семья» награждены орденом «Родительская слава». Кстати, семья Кураевых – многодетная семья в 3 поколениях. Большинство россиян считают, что государство стало активнее помогать семьям с детьми, особенно в последний год. В апреле этого года руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров озвучил такие данные. И действительно, как мы видим из ролика, который нам удалось посмотреть вначале, много делается для того, чтобы финансовые вопросы в меньшей степени беспокоили семьи с детьми. Сейчас в повестке комфортная среда для семей. Павел Викторович, вы возглавляете
Рязанскую область. У вас реализуется проект «Рязанская семейная губерния». Вот расскажите, пожалуйста, во-первых, что это за проект? Сейчас часто звучит семейно-центричная среда, если можно более понятно, наверное, да, рассказать, что же это такое и какие все-таки условия создаются в области для того, чтобы можно было повышать рождаемость и делать как раз-таки вот комфортную жизнь для семей. Спасибо. Уважаемая Татьяна Алексеевна, Денис, уважаемые друзья, добрый день. Но здесь на самом деле действует очень простое правило. Мы считаем, что государство должно слышать и должно подстраиваться под потребности семьи, а не наоборот, как это иногда, к сожалению, бывает. И, конечно, речь не идет просто про меры господдержки, это достаточно просто, но срабатывает далеко не всегда. А речь про огромное количество самых разных направлений работы. Вот это, собственно, и есть семейно-центричная среда, которую мы стараемся создавать, и уже видим некоторые позитивные изменения. У нас растет количество многодетных семей, вот за последние 3 года рост на 20%. У нас рост по молодым многодетным семьям на 30%. Количество студенческих семей увеличилось на 1/3. И вот важно, что большое количество молодых семей уже решаются на рождение ребенка еще во время обучения. У нас в таких семьях за последний год родилось уже 150 детей. Еще совсем недавно это скорее было такое исключение. В целом видим постепенный рост суммарного коэффициента рождаемости. Тенденция у нас в прошлом году развернулась. В этом году прирост продолжается. Понятно, что цифры пока низкая база. Но тенденция по спаду рождаемости развернулась, и сейчас пошли в плюс. Это очень важно. Причем мы все понимаем, что тут нет мгновенных решений. Это долгосрочная системная работа, которую вообще нельзя упускать из виду никогда. И вот мы все направления работы сейчас объединяем в единую экосистему. Все, что влияет на качество жизни семьи. Здравоохранение, образование, социальная защита, культура, спорт, благоустройство и многое-многое другое. Все эти направления одинаково важны. Ничего нельзя упускать абсолютно. Ну вот, например, допустим, ввели какие-то серьезные меры финансовой поддержки, а выходишь на улицу, а там жить не хочется. Унылые многоэтажки, все серое, никакого благоустройства. Будет в таком случае создаваться семья, будет ли демография расти? Да, на самом деле нет, не будет. Поэтому каждый аспект одинаково важен. У нас работает демографический штаб, я его возглавляю. В штаб входит председатель областной думы, входит наш владыка, митрополит Рязанский, Михайловский, входят все зампреды, ряд министров, все ключевые лица. Ну, по сути, это такой центр принятия решений в сфере демографии, в сфере семейной политики. Один из результатов, одно из ключевых направлений работы – это перезапуск всей системы родовспоможения. В том числе очень серьезно обновили наш перинатальный центр. Я считаю, что вообще перинатальный центр – это знак качества для каждого региона, абсолютно. Вот сразу, когда пришел в регион, сказал, что для меня это дело чести – вывести перинатальный центр на принципиально другой уровень работы. У нас, кстати, в этом году за первое полугодие родилось уже на 174 ребенка больше, чем за первое полугодие прошлого года. И при этом мы находимся на исторически минимальном уровне младенческой смертности, около 2 промилле. У нас 4 года назад доходило до 9 промилле, сейчас 2. У нас за последние 2 года при родах не умер ни один ребенок, который имел хотя бы теоретические шансы на жизнь. Ни один. И мы с вами все прекрасно понимаем, что сами по себе цифры младенческой смертности, они на суммарный коэффициент рождаемости не влияют, они небольшие в любом случае. Но они очень сильно влияют на внутренние ощущения людей. Если система родовспоможения работает плохо, все об этом знают, если мамочки стремятся уехать куда-нибудь в другое место, чтобы родить ребенка, то подсознательно это очень сильно негативно влияет на решение о пополнении семьи. Каждый это знает и чувствует. И, кстати, тоже каждый случай младенческой смертности, каждый докладывается мне лично, и у меня лично разбирается. Также мы в прошлом году открыли 4 новых женских консультации на селе, тоже часть большой системы родовспоможения. Это стало возможным благодаря реализации профильного национального проекта. Татьяна Алексеевна, спасибо большое за вот эти возможности, за поддержку. Также мы очень активно включились в репродуктивную диспансеризацию. За 2 года вошли в 10 лучших по стране. Очень серьезно занимаемся профилактикой абортов. Это тоже одно из ключевых направлений работы. И уже есть хорошие результаты. И так далее. Ну, на самом деле, про здравоохранение могу долго рассказывать. Это одна из моих любимых тем. Но вот если возвращаться к единой системе поддержки семьи в регионе,
У нас сейчас выстроен единый маршрут сопровождения семьи. От рождения ребенка, еще даже до рождения, до старшего возраста. На каждом этапе семья получает необходимую поддержку. Для этого у нас создана единая цифровая система, единый цифровой контур, в котором работают все ведомства. И в итоге семья получает уже не отдельные услуги, за каждой из которых надо побегать еще, а комплексную помощь. Причем там, где это возможно, все услуги предоставляются в проактивном режиме. У нас сегодня сопровождается более 40 тысяч семей, за каждой закреплен семейный куратор. И у нас в целом вот это количество сервисов для семей за 2 года выросло почти в 4 раза. У нас сегодня около 200 сервисов, практически на любой жизненный случай. Мы полностью перестроили работу системы социальной защиты, создали сеть многофункциональных семейных центров. Они работают, как и МФЦ, по услугам, также эти работают в режиме одного окна. И вот возвращаясь к теме молодежи, что важно, чтобы молодые люди не боялись вступать в брак, не боялись создавать семью еще во время учебы. У нас во всех крупных вузах работают центры поддержки студенческих семей. Это не просто комната матери ребенка, а это полностью решение всех существующих вопросов, которые позволяют совмещать учебу, не уходить ни в какие академические отпуска и совмещать воспитание детей. То есть помогаем решать все вопросы, которые при этом возникают. Вот, спасибо. Кстати, тоже такой интересный момент. Но молодежь часто хочет как-то интересно и необычно организовать процедуру вступления в брак. У нас такая возможность есть, мы ее ввели, создали специальное учреждение. У нас есть официальная услуга выездной регистрации брака. Можно отдать клятвы друг другу вообще в любом месте, расписаться, хоть в театре, хоть на воздушном шаре. У нас одна пара расписалась в троллейбусе, потому что они когда-то познакомились в троллейбусе и решили вот так и свои отношения потом узаконить. При этом все учреждения в области ориентированы на то, чтобы представлять площадки для молодоженов. Это тоже пришлось делать, не все были готовы, но всех постепенно убедили. Поэтому любое место можно выбрать и официально зарегистрировать там брак. Это небольшой акцент, это вроде бы мелочь, но это тоже важно и это интересно. Это тоже ответ на запрос людей, это тоже семейноцентричность, вот о чем мы сегодня говорим. Если возвращаться уже к таким более серьезным, более глобальным вещам, то мы везде сейчас внедряем корпоративный демографический стандарт и в бизнесе, и в подведомственных учреждениях, в социальной сфере, бюджетной. У нас все больше компаний, все больше предприятий ввозят свои меры поддержки сотрудников с детьми. Некоторые предприятия уже выплачивают до 1 миллиона рублей при рождении ребенка сотрудника. И самое важное, что меняется соотношение работодателя. То есть все больше начинают воспринимать поддержку семьи уже как вклад, как инвестиции в собственные предприятия, в свое развитие в будущее. Я уже говорил, что направлений работы очень много, ничего нельзя упускать. И в том числе, тоже упоминал, мы по-другому сейчас подходим к развитию городов и поселков. Когда проектируем общественное пространство, всегда смотрим, насколько там удобно будет семьям с колясками, семьям с детьми разных возрастов. Мы за последние 5 лет создали в регионе более 180 новых общественных пространств и везде смотрим, насколько там будет удобно семьям с детьми. Сейчас реализуем вообще очень большой проект, масштабный проект в Рязани, маршрут Рязань пешеходная. Мы объединяем все интересные, все знаковые места в единую пешеходную зону длиной около 17 километров. И это тоже все вот такое большое пространство для семейного отдыха. У нас там маршрут включен Рязанский Кремль, Рязанская ВДНХ, театры, парки, спортивные площадки, детские площадки, многое другое. Кстати, как раз рядом с нашей ВДНХ совсем скоро откроется и филиал Национального центра России уже в конце этого лета. Станет одной из ключевых точек маршрута. В целом можно долго продолжать, я знаю, понимаю, что время ограничено. Может быть, только один пример еще приведу интересный. Мы создали очень мощный центр реабилитации участников специальной военной операции. Максимально туда вложились, самое лучшее оборудование, техники, специалисты, все. Но важна наша фишка в том, что это семейный центр реабилитации. То есть участники СВО проходят восстановление вместе со своими близкими. А еще важно, что в этом же центре у нас проходит реабилитацию дети с инвалидностью. То есть подход замечательно работает на практике. Бойцы, с одной стороны, не предоставлены сами себе, они со своими близкими проходят реабилитацию. А дети с ограниченными возможностями по здоровью, которые там же проходят реабилитацию,
те же техники, тоже оборудование, они видят такую другую, наверное, непривычную им жизнь. Они тянутся к взрослым дядям, они узнают что-то новое. И при этом бойцы, вот даже с самыми тяжелыми ранениями, они видят, что кому-то в жизни на самом деле тоже очень непросто. Они видят детей, которые иногда с рождения борются с очень тяжелыми недугами. И уже и на свои проблемы они начинают смотреть немного по-другому. А еще у нас прямо там же, в этом реабилитационном центре, уже создаются семьи. Вот, например, там один боец познакомился с мамой ребенка с ОВЗ, начал помогать мальчику проходить реабилитацию, сопровождал на процедуры, водил на мастер-классы, вместе занимались на адаптивной спортплощадке. После завершения курса они продолжили общаться, ну и спустя какое-то время поженились. Причем этот случай уже не единичный. Вот есть масса примеров других проектов. Еще раз, время ограничено, знаю. Хочу только сказать, что очень много интересных идей рождается на стыке направлений. Конечно, я упомянул малую часть. Татьяна Алексеевна, наверное, нет ни одного проекта, вот, который вы сейчас рассказывали, в котором мы бы не принимали участие. Еще раз вам огромная благодарность за поддержку. Спасибо Министерству здравоохранения, Министерству труда, социальной защиты. В самом тесном контакте во всем работаем. И вот на самом деле все, о чем я сейчас сказал, по сути, складывается в одну простую идею. Вот семейно-центричная среда – это не просто набор мер поддержки технических, это подход к развитию региона, когда мы стараемся на все смотреть глазами семьи. Денис? Спасибо большое, Павел Викторович. Татьяна Алексеевна, как вам такие достижения и результаты Рязанской области? Ну, вы знаете, то, что сегодня Павел Викторович рассказал, очень важно. Я фиксирую одно, наверное, главное. Когда глава региона самостоятельно этим занимается, возглавляет соответствующую комиссию и курирует эту работу по самым тонким вещам, таким как даже младенческая смертность, это имеет свой результат. И мы, собственно, этот результат сегодня видим. И очень важно то, что Павел Викторович сегодня сказал, создание именно среды. Для нас, конечно, важно подтянуть к этой работе и работодателей, чем мы начали очень предметно заниматься. В 2024 году в конце утвердили корпоративный демографический стандарт. Сегодня те или иные элементы этого стандарта введены в 82 регионах страны, причем это не только материальная поддержка, это и именно создание среды и создание комфортных условий, условий сопровождения для семей, для того, чтобы действительно это было и стало возможным, рождение ребенка. Но семейноцентричность – это тема, которая вошла совсем недавно в наш обиход, и по решению комиссии Государственного совета по национальному проекту «Семья», который руководит глава Мордовской республики Артем Алексеевич Сдунов, было принято решение о проведении конкурса «Семейная столица России». «Семейная столица России» будет как конкурс проходить впервые в 2026 году. Сейчас на конкурс заявилось уже 60 муниципальных образований или городов. Рязань среди них. Я надеюсь, что вы не просто будете участвовать, но и окажетесь в числе финалистов, а может быть и победителей, потому что та столица, которая победит, та будет принимать, соответственно, семейную столицу в 2027 году. Ну и еще будет 5 дополнительных номинаций. Поэтому я очень хотела бы ориентировать всех наших участников на то, чтобы создавали семейно-центричную среду, участвовали в конкурсе и своими поступками доказывали, что это не проблема. Если ты проблемой занимаешься, то проблема решается. А демографическая проблема относится именно к таким. Надо этим заниматься. Спасибо. Можно, Татьяна Алексеевна, мы, конечно же, будем очень активно участвовать. Еще хочу обратить внимание, еще раз сказать, что у нас же будет и филиал национального центра с таким же замечательным залом, где можно будет провести мероприятие. Спасибо. Появление нового члена семьи – это всегда большой праздник.
И очень многое зависит от профессионализма врачей, которые наблюдают маму, затем принимают роды, от наличия современного оборудования, от комфорта и внутреннего спокойствия. Алена Азретовна, вы главный врач перинатального центра в Кабардино-Балкарии. Расскажите, что изменилось за последнее время? Что сегодня представляет из себя современный перинатальный центр? Уважаемая Татьяна Алексеевна, уважаемые участники мероприятия, позвольте вас... Если можно, поближе микрофончик. И отметить, что сегодня мы говорим о самом главном, о создании семьи, о семье, о здоровье и о будущем. В нашей стране уделяется особое внимание семье, материнству и детству. И, конечно же, в нашем регионе реализуются все меры государственной и региональной поддержки, созданы условия для оказания качественной медицинской помощи. В регионе ежегодно рождается около 10 тысяч деток, и 7 тысяч из них появляются в стенах нашего перинатального центра. И задача нашей команды не только обеспечить медицинское сопровождение, но и создать пространство, где женщина будет чувствовать себя защищенной, уверенной. Наша команда направляет все свои усилия от момента планирования беременности, сопровождения семейной пары, где в команде работают и психологи, и юристы, и специалисты по социальной работе, и, конечно же, врачи. Очень важно создать комфорт для женщины и сопровождение персонального помощника. Эта услуга тоже есть в нашем центре. Важно, чтобы женщина при посещении центра могла иметь возможность посещать его с детьми, со своей семьей. Для них тоже создано специальное пространство под наблюдением сотрудников нашего центра. Важно снизить тревожность во время родов и в операционном периоде. У нас тоже проработаны методики и виртуальной реальности, и не только медицинские, но и немедикаментозного обезболивания, и при необходимости, если женщина желает, и музыкальное сопровождение. То есть все мероприятия для того, чтобы ускорить ее реабилитацию. Действует принцип мать-дитя, у нас никогда не разделяется мама с ребенком, ну и, соответственно, даже после родов и даже во время операции она всегда находится со своим ребенком. В центре внедрена система менеджмента качества, это очень важно. Создан центр компетенции, и мы тесно взаимодействуем с нашими женскими консультациями, с родильными стационарами. Ежедневно проводим виртуальные обходы, телемедицинские консультации. Это позволило нам добиться хороших результатов. И я хочу сказать о том, что все преждевременные роды проходят у нас в перинатальном центре. И за последние 5 лет нам удалось выходить деток, которые родились с весом менее 500 грамм, и это 9 детей. Это сохраненность жизни, это прекрасно. Но главное не только выходить этих деток и, конечно же, улучшить качество их жизни. И вот внедренная система менеджмента качества позволяет нам об этом говорить. Для удобства реализуется социальный проект. У нас в центре создана МФЦ, мини-МФЦ, где семейная пара получает весь пакет документов и, конечно же, консультации по мерам государственной поддержки. Это очень удобно. И хочется сказать о том, что действительно большое количество мер, огромная поддержка государства. И очень важный проект, который реализуется на территории Российской Федерации и успешно реализуется на территории нашего субъекта, это национальный проект «Семья». В настоящее время идет переоснащение перинатального центра, закупается современное высокотехнологичное оборудование, что только расширяет наши возможности и улучшит качество оказания медицинской помощи. И в заключение хочется пожелать процветания нашей великой стране и рождения как можно больше здоровых, счастливых деток. Спасибо. Спасибо большое. Скажите, а двойняшки, тройняшки часто появляются на свет? Да, часто. У нас есть и тройняшки, и республиканские меры поддержки тоже предусмотрены. Спасибо большое. Друзья, с нами сегодня многодетная семья сразу в 3 поколениях. Это, мне кажется, заслуживает отдельных аплодисментов. Семья Кураевых.
Пока некоторые думают, рожать ли второго, третьего ребенка, у вас таких мыслей не возникает. Мы сегодня обсуждали проекты, которые должны сделать родительство проще, помочь семьям, которые воспитывают детей. Я знаю, что у вас есть семейная кондитерская, что детки вам в этом помогают. В целом, как на практике меняется родительский опыт? Вот расскажите, пожалуйста, свою историю. Доброго дня всем. Татьяна Алексеевна, вам всем. И для меня вообще удивительно здесь сейчас происходящее. Такое внимание, такое к семьям. Идут. Действительно, что я здесь нахожусь. Мы здесь с семьей, с детьми находимся. Я так понимаю, это вся ваша семья к нам вышла? Да, да. А можете представить? Да. И мы вообще семья многодетная в 4-м поколении. Хотел бы даже немного поправить. И Ольга, и я. И у нас 8 деток. Спасибо большое. Проходите, садитесь. Но действительно, поскольку я рос в многодетной семье, Ольга, мы, конечно, и жили мы всегда в Рязани, то действительно то, что сейчас происходит, мы видим большие изменения. Даже если начиная говорить с того, что я помню, как еще мама собиралась там, тогда она говорила, в собес пойду. Она как на бой собиралась, справки получить, документы. То я, когда вырос, думал, тогда не буду жену, я буду этим заниматься. А сейчас все совсем по-другому. Сейчас у нас существует семейный центр, и раньше как-то мы за ними бегали, а сейчас они за нами бегают. То есть мне звонки раздаются, семейный куратор, он рассказывает, какие меры поддержки, прочее, помогает все оформить, сделать. И действительно появляется намного больше времени, как у меня, как у отца, для детей. Чтобы мы в бассейн, фортепиано, там, гитарой начали заниматься. Действительно, наши родители намного больше были заняты. И действительно, общественная среда, парки, есть куда с детьми теперь выйти, есть где пройтись. Стали как действительно шире улицы, да, где пройтись вот широкой семьей можно, с колясками там и вот это все. И действительно изменилось отношение, потому что все равно, как Павел Викторович говорил, изменилось даже у руководителей каких-то предприятий отношения, потому что они как-то на руководство ориентируются. И, конечно, их тоже уже, они если видят, что если руководство говорит, что это почетно, то они тоже меняют свое отношение. И, конечно, изменения мы видим, они происходят, и мы благодарны. А Мне кто, бы тоже кто хотелось. самый смелый-то у вас, скажите, из деток? Из детей? Славик. Хорошо, мы запомнили, пожалуйста, вам слово. Я в первую очередь бы хотела поблагодарить, на самом деле, потому что, как муж уже сказал, есть чем сравнить. У меня, у мамы тоже, у бабушки, у прабабушки, мы все были многодетные и тоже очень чувствуем разницу. Разницу даже в том, что семейный центр, он даже называется семейный. Туда прийти, приятно стало, там даже есть детские комнаты. Элементарно даже, если ты забеременел, сразу еще даже не знаешь, тебе могут билет дать на космическое небо. Вот у нас, например, в Рязани. То есть, ты как-то уже чувствуешь, что ты не один на один вот во всем этом. Получается, нам много раз давали тоже билеты, и ты смотришь, когда дети счастливы, они ходят там в театр, культурно все, у нас балет есть, нам прям бесплатно. Мама на меня смотрит, она радуется. Она говорит, я за тебя рада. У меня такого не было. У моих, я вас воспитывала, в основном во дворе, да, что там говорить прямо, в основном бегали, во дворе росли. Сейчас мы можем культурно прийти, если раньше оборачивались, даже я еще с первыми там, да, застала, то сейчас, идут, у нас даже аллеи есть, у нас в городе есть, мне звонит подруга, говорит, я с вами сфотографировалась, у нас висят стенды многодетных семей, но это не может не радовать, это очень приятно, и... Не знаю, может быть, поэтому мы такие счастливые. Я действительно тоже занимаюсь кондитерским делом. Вот уже мы 12 лет дома, да, на дому. У нас своя кондитерская, у нас отдельная комната, все. Вместе с детишками, я так понимаю.
помогают? Ну, Кто они чем очень занимается? хотят, но они еще пока маленькие, но это будет все семейно, потому что они уже очень просятся включаться. И у нас даже есть такие проекты в городе, у нас есть «Мама в деле», у нас есть «Мама-предприниматель». Я себя чувствую как мама, ну, не просто рожающая женщина дома, извиняюсь за прямоту, да, я чувствую свое даже развитие. Мы победили, да, я победила в этом конкурсе, то есть это даже и финансовый подарок, да, в наше дело, все туда. И вот мы соцконтракт от государства получили. Мы очень рады. Может, за это, Ефим, ты расскажешь? Ефим, Ольга, да, спасибо большое. Я думаю, что детки вам всегда помогут, чтобы А вот снять можно пробу я и встану, сказать, как Денис, вкусно да? получилось. Кто самый смелый? Сиди. Ты самый смелый. И ты готов ответить на вопросы? Давайте. Вот ты видишь, что здесь написано? С чего начинается Рязань? Родина. Молодец. Тебе губернатор выпишет отдельную премию. До конца не дочитала. Давай повернемся к залу. Теперь ты прочитал, с чего начинается Родина. И скажи нам всем, с чего для тебя начинается Родина, а еще теперь уже ответь на второй вопрос. С чего для тебя начинается Рязань? Ну, как по мне, с чего начинается Родина? Ну, в первую очередь, с семьи и любви в семье. А с чего начинается Рязань? Ну, именно для меня и тех, кто родился в Рязани, наверное, то, что это твой личный дом, в котором ты можешь, ну, прогуляться по парку и еще в разных местах. То есть ты можешь обшастать это весь твой целый дом, короче. А скажи, пожалуйста, дорогой, скажи, пожалуйста, ты очень интересный собеседник. Скажи, а что вот кажется тебе очень важным для семьи? Ну, наверное, это чтобы семья была дружная и там все понимали друг друга. А у вас так в семье? Да, Ты заботишься о младших, Да. о девочках? да. Ну, ты молодец, молодец. Спасибо большое. Татьяна Алексеевна, я знаю, что вы приготовили небольшой подарок. Да, у нас есть вам небольшой подарок, дорогая семья. Идите сюда, пожалуйста, молодой человек. И вручите главе семьи, наверное, Ефим, лучше. отец Это семейства. небольшой подарочек для вас от Национального центра России. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, спасибо большое, друзья. Давайте еще раз поаплодируем нашим гостям за их истории, рассказы, за их достижения. Спасибо большое, и мы просим вас Проходите вернуться в зал. в зрительный зал. И мы переходим к новому блоку, мы продолжаем нашу беседу. И сейчас мы поговорим о достойной работе и возможностях для самореализации. И сейчас на эту сцену я приглашаю Егорову Людмилу Германовну. Это призер в номинации «Лучший директор кадрового центра Работы России-2025». По итогам работы назначена заместителем министра демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области. Под руководством Людмилы Германовны кадровые центры Нижегородской области вошли в первую волну модернизации. Здравствуйте. Я приглашаю к нам сюда Сергея Николаевича Лагутина, ветеран СВО, в настоящее время заместитель директора по вопросам строительства кадрового центра Работы России в Оренбургской области. И я приглашаю Анастасию Анатольевну Малафееву, получательницу социального контракта из Томской области. Точнее, у нас Анастасия Анатольевна будет по видеоконференц-связи. Есть ли у нас связь с Анастасией Анатольевной? Попозже, я думаю, мы с ней обязательно пообщаемся. А пока давайте посмотрим небольшой видеоролик. Я являюсь педагогом, организатором Центра детского и юношеского творчества Биберева. Я промышленный дизайнер. Я дата-аналитик. Я администратор сайта. Я бухгалтер, уже какое-то время не работаю. Я пока не работаю, но мне очень хотелось бы найти работу. Я повар, сейчас нахожусь в активной фазе поиска работы. Мне 5 лет, и я уже хожу в садик и выбираю исследователей жуков. Работа для меня – это реализация своих целей, идей и задумок при обучении детей. Работа – это то, что приносит пользу людям благодаря моим навыкам. Размещаю информацию в интернете и помогаю находить людям. Для меня работа – делать сложное понятным. Моя работа – это создавать красоту.
Для меня работа — это красота в деталях. Для меня работа — это вкус к жизни. Хотелось бы сменить специальность на что-то более динамичное, драйвовое, потому что цифры уже поперек горла стоят. Думаю, что самая актуальная помощь — это подсказка или какой-то сервис, где правильно расскажут, как искать работу или найти самую подходящую компанию. Думаю, что помощь подготовки к собеседованию и подготовке портфолио и резюме может очень сильно поддержать молодых студентов в поиске работы. Думаю, что удобный сервис по поиске работы в других городах был бы очень полезен. Работой доволен, но хотелось бы, конечно, зарабатывать побольше. Может быть, и в другой сфере, связанной с интернетом. Практика и стажировка в организации, там именно, где человек хочет работать, я считаю, это основополагающие вещи, при помощи которых человек может понять, как устроен рабочий процесс и какой коллектив. Знания в нашей области надо постоянно обновлять, но не всегда успеваю это делать. И знаю, что есть госпрограмма, которая помогает с этим. Людмила Германовна, вы всю жизнь работаете в системе занятости. Под вашим руководством кадровые центры Нижегородской области вошли в первую волну модернизации. Фактически именно вы изучали, что необходимо изменить, чтобы служба занятости стала более эффективной. Что в итоге изменилось? Какой подход сейчас к соискателям? Добрый день, уважаемая Татьяна Алексеевна. Добрый день, участники форума. Начать я хочу с того, что, заканчивая университет по специализации физик, я никогда не предполагала, что буду заниматься новаторством в совершенно другой отрасли. Сразу после образования службы занятости мне просто повезло, и я влилась в систему в процесс организации трудоустройства. С тех пор прошло 30 лет. И на моих глазах служба занятости трансформировалась и приобрела совершенно новый смысл работы. Начало изменений было положено в 2019 году, когда еще на тот момент Центр занятости населения города Нижнего Новгорода вошел в список центров, которым было доверено провести апробацию проекта комплексной модернизации. Нам повезло стать первопроходцами в решении интересного, но очень сложного вопроса, как преобразовать систему наших центров занятости в современные кадровые центры работы России. А что такое современный центр? Это тот центр, в котором каждый клиент находит нужную ему помощь. Если обращается школьник, мы определяем ему будущую профессию. Если это студент, то мы подбираем стажировку, и такую стажировку, чтобы было удобно, и он не отвлекался от учебы. Если это выпускник, мы подбираем ему первую работу. Опытный специалист — найти место с повышением. Ну а если это многодетная мама — работу, которая позволяет уделять время семье. Когда я начинала, служба занятости предоставляла просто информацию о вакансиях и выплачивала пособие. Сейчас же вопрос реальности времени совершенно другой. Как из 1000 вакансий найти ту работу, которая тебя ждет? А из сотен откликнувшихся соискателей найти того соискателя, который бы был настоящим членом твоей команды. Нам, по сути, в то время предстояло пройти бесшумную трансформацию из социальной службы внутригородское агентство по развитию человеческого капитала или современным диагностическим центром для команд и карьер. Задача, конечно, была не из легких. Вся команда понимала, что нам выразили очень большое доверие, и каждый сотрудник в ходе реализации проекта смог сам себе ответить на вопрос, какого уровня сложности задачи ты можешь реально решить. Это действительно придает силы и энергии. Идти, нет, бежать вперед и развиваться. А к концу реализации проекта ряды сотрудников у нас поредели. Но тот, кто остался, это действительно стал членом команды,
кадрового центра «Работа России». На 2023 году Нижегородская область вошла в первую волну комплексной модернизации. И те отработанные подходы в работе, они стали внедряться не только у нас в области, но и по всей стране. И к концу 2023 года в области была создана сеть модернизированных кадровых центров, состоящих из 54 кадровых центров. Положительные результаты не заставили себя ждать. Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по скорости трудоустройства. Среднее время поиска работы в первом квартале 2026 года составляет 23 дня. И это является одним из лучших показателей в стране. Если сравнить с 2024 годом, в то время среднее время поиска работы составляло 63 дня. Отчасти, конечно, нам помогает ситуация на рынке труда, но не всегда к нам приходят люди, которым есть востребованная специальность. Каждый клиент – это человек со своей историей. Современный кадровый центр работы в России превращает вопросы о работе в понятный карьерный маршрут, предлагая каждому соискателю индивидуальный план поиска работы с учетом его квалификации, опыта, навыков, но и жизненной ситуации. Это возможно благодаря проактивному взаимодействию с работодателями, внедрению современных клиентоцентричных сервисов, ну а также участию в совместных с работодателями проектах. Вот я как раз хотел здесь уточнить, используете ли вы искусственный интеллект или же все-таки это персональный подход к каждому соискателю? Это персональный подход к каждому с использованием искусственного интеллекта, скажем так. Простой пример. Сначала персональный подход, потом искусственный интеллект. На прошлой неделе Минтруд России подвел итоги Всероссийской ярмарки трудоустройства. Всего за первые 10 дней после федерального этапа ярмарки почти 14 тысяч ее участников уже вышли на работу. И Нижегородская область вошла в топ-3 лидеров по числу трудоустроенных. А за этими результатами стоят конкретные семьи, их стабильность, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. В Нижегородском кадровом центре «Работа России» развивается адресная работа по каждой целевой группе граждан. Многодетные родители, женщины после декрета, молодежь, граждане с инвалидностью и в первую очередь, конечно, ветераны специальной военной операции. Результаты нашей командной работы был достойно оценен на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере занятости населения в 2025 году, где Нижегородская область заняла призовое место в номинации «Лучший директор кадрового центра «Работа России». После этого меня пригласили работать в орган исполнительной власти, в Министерство демографии и развития человеческого капитала. Ну а что же дальше? А дальше у нас опять развитие и созидательство. Нижегородская область готовится к формированию молодежного центра для нашей молодежи региона. Ее маршрутизация от школьной семьи до рабочего места. И хочется с благодарностью отметить, что все реализованные проекты были поддержаны нашим губернатором Нижегородской области Никитиным Глебом Сергеевичем и непосредственным руководителем, министром Пантюхиным Игорем Олеговичем. Ну и, конечно, семья. Семья меня всегда поддерживала во всех начинаниях и во все трудные минуты. Спасибо. Спасибо большое за ваше выступление. У меня вот прям совсем короткий вопрос. Есть такая фраза «берем только с опытом работы». Ну, периодически приходится ее слышать от молодых специалистов, от молодых людей. Вот, собственно, где взять этот опыт? Помогают ли сейчас кадровые центры именно пройти стажировку, где-то набраться какого-то опыта, чтобы уже потом прийти в компанию и там, влиться в коллектив? Вот именно вот это становление. Конечно, помогает. У нас развит сервис на единой цифровой платформе «Работа России», а это основной портал, на котором работают кадровые центры, стажировки. Поэтому учащийся последних курсов может иметь уже трудовой стаж у работодателя. И в этом сервисе размещены достаточно много вакансий от работодателей. Они приглашают
учащихся на последних курсах, пройти стажировку, заключать с ним трудовой договор. И, скорее всего, при хорошем взаимодействии это будет будущий работник у данного работодателя. Спасибо большое. Спасибо. Татьяна Алексеевна, есть что-то добавить? Я только хочу сказать, что облик центров занятости поменялся за последние годы, причем серьезно поменялся. Если раньше это было, извините меня, убогие комнатки на первых этажах многоквартирных домов, то сегодня, за последнее время, это совершенно другие учреждения, это отнюдь не те, которые занимались выплатой пособий по безработице, как уже было сказано, и бесконечным количеством месяцев нахождения в поиске работы. Сегодня, как вы услышали, количество дней поиска работы, скажем, в Нижегородской области сократилось до 23 дней, а в целом по России, как я уже сказала, в 2 раза. И на самом деле это очень важно, потому что центры занятости – это сегодня не центры для безработных, это центры, которые занимаются проактивной работой по устройству на работу. И на самом деле это стало возможным благодаря, не удивляйтесь, партийному проекту «Единой России» «Хорошая работа, достаток в доме», он так и называется. И коллеги активно начали продвигать, в том числе и с финансовой поддержкой, вот эту модернизацию центров занятости. И сегодня мы уже можем четко сказать, что для работников 33 сервиса предоставляют центры занятости, для работодателей таких сервисов 5. И важно, вот вы спросили, Денис, это только когда к ним обращаются? Нет, уже сейчас через портал «Работа России» мы начинаем со школьной скамьи работать с ребятами, ориентируя их на свой карьерный маршрут и постепенно выстраивая эту работу с Министерством просвещения, с Министерством науки и высшего образования. Ну и на этой же платформе «Работа в России» заключаются договора целевого приема наших студентов высших учебных заведений и средних профессиональных учебных заведений. Мы начали с этим работать 2 года назад и постепенно совершенствуя это, в общем, помогаем ребятам искать себя. Вот так. Спасибо. Сегодня с нами в зале Сергей Николаевич Лагутин из Оренбургской области. Сергей Николаевич, вы ветеран специальной военной операции, ушли добровольцем, до этого были предпринимателем, сейчас заместитель директора по вопросам строительства кадрового центра «Работа России» в Оренбургской области. Трудно было вернуться в мирную жизнь, и какие задачи удается сейчас решать? Уважаемая Татьяна Алексеевна, уважаемый Денис, коллеги, здрасте. Волнуюсь немножко, первый раз в Москве и первый раз на таком мероприятии. Давайте поддержим. Не переживайте. Можно начну немножко с другого. В 24 году я добровольцем ушел на специальную военную операцию, хотя дома у меня остались родители, супруга и 3 детей. Кстати, о демографии в этом году, даст Бог, у меня появится 4-й ребенок. Вот. И когда мы брали очередной опорник, заняли его, по нам начали просто там дикий обстрел. Я не понял, по рации передали, мы думали, что это наши, не поняли, что мы зашли. Оказывается, нет, это враги просто начали разбивать там нас. Хотя оставались еще там с их стороны бойцы, им было без разницы абсолютно. И получив ранение при взятии опорника, я очнулся в больнице, в госпитале. Не пойму, не вижу, не слышу, говорить не могу, трогаю себя, руки, ноги целы, какие-то трубки торчат, все, говорить не могу, ничего не слышу. Чувствую, что кто-то трогает меня, все думаю, вроде живой, наверное, слава Богу. Вот. И потихоньку начал слышать, перевели потом в другой госпиталь, и со мной связались нашего с регионального правительства, тогда у нас еще был губернатор
Паслер Денис Владимирович, вот, и сказали, ну, не переживай, все нормально, как вернешься, мы тебя поддержим. И предложили несколько вариантов трудоустройства. Вот. И когда я уже в конце 2024 года выписался из госпиталя, это было 24 декабря, меня пригласили в региональное министерство труда и занятости населения Оренбургской области, где я встретился непосредственно с министром Неллей Бисенгалиной Исхаковой, которая предложила мне интересный проект. Потому что Оренбургская область на 25-й год входила в модернизацию, как коллеги вот уже говорили, с Нижегородской области. И просто одно из условий у меня было, я с ней разговаривал, когда я говорю, Неллия Бисенгалиевна, давайте так, чтобы я просто не числился для галочки, для того, что я участник СВО, и просто там протирал свои штаны, как говорится. Она говорит, нет, работай, ты будешь загружен, не переживай. Вот. И для того, чтобы полностью погрузиться в работу, я просил, чтобы ко мне перешли там несколько отделов подчинения, потому что я должен был владеть полностью всей информацией. Это отдел закупок, отдел финконтроля, ну и, соответственно, отдел строительства. Рискнул, вот. Рискнул. Ну, а куда без этого? Татьяна Алексеевна, без этого невозможно. И вот и погрузился в работу, и выписался, как я уже сказал, 24 декабря, и она мне говорит, я ей говорю, когда нужно выходить? Она говорит, ну ты как реабилитируешься, выходи. Я говорю, да я могу на реабилитации еще год лежать. Она говорит, ну вообще надо 9 января уже выходить на работу 25-го года. Поэтому я прям, как говорится, с корабля на бал и вышел. Немного заикался еще, ну как бы за год там все нормально, я поправил. И вот, и в каждый район, а у нас их было, вернее, у нас в Оренбургской области 38 районов, в каждом районе, соответственно, есть свой центр занятости населения. Вот, я все эти районы объехал и знал, что, где, как будет происходить. В том числе до этого я занимался бизнесом, как уже говорили, и мне было не в новинку заниматься капитальным ремонтом и строительством, поэтому всю подноготную я знал, тем более все это проходило у нас через 44-й закон, всеми наш любимый. Вот, да. Были там некоторые трудности, но самые большие трудности это были в проектировании, как везде, потому что проектировщики, к сожалению, у нас люди, которые где-то живут, мне кажется, в другой параллельной вселенной. Вот. Поэтому приходилось встречаться непосредственно с подрядчиками на объекте и уже вносить изменения, как говорится, на коленке, там, корректировать все работы. Но в целом, как бы, я считаю, мы справились. Все 38 районов мы модернизировали. И еще в конце года мы успели, в отличие от Нижегородской области, открыть свой молодежный центр, вот, в котором у нас... Давайте поаплодируем за успехи ваши. Мне кажется, у нас в Омске и вот у нас в Оренбургской области пока еще только 2 центра молодежных. Вот. Это очень, ну, очень, как сказать, масштабная тема. Очень много интерактива, и молодежь у нас прям, ну, с горящими глазами, потому что мы начинали сначала все это в тестовом режиме на своих детях опробовать, да, чтобы понять, где что, как сделать, что там изменить, что довнести, какие инновации подключить. И, в принципе, вот в этом году мы открыли его официально, и просто, ну, потрясающие результаты мы смотрим. Дети просто горят, и у них, ну, просто руки прям тянутся к работам, ко всем этим мероприятиям. Спасибо большое за ваш опыт и пожелаем вам удачи и дальнейшего развития вашего центра. Спасибо большое. Сейчас будет еще одна очень интересная история. Мне подсказали, что Анастасия Анатольевна с нами по видеосвязи. Анастасия Анатольевна Малафеева, здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте, да, слышу. Отлично. В октябре 2022 года вы заключили социальный контракт на развитие своего дела. Вы организовали творческую мастерскую, занимаетесь сейчас производством адаптивной одежды для людей с инвалидностью, лежачих больных детей с ДЦП, людей с протезами. Расскажите, пожалуйста, свою историю. Как вы пришли к этому и почему именно адаптивная одежда? Здравствуйте. Почему именно адаптивная одежда? Потому что сама являюсь инвалидом 2-й группы, и бывает временами, когда у меня обострение, я сама очень плохо хожу, плохо передвигаюсь,
и столкнулись с той проблемой, что когда это все еще начиналось, а про адаптивную одежду никто еще не слышал, и мне самой было тяжело переодеваться, и переодевать очень близким мне людям тоже было сложно. Поэтому, когда у меня наступала ремиссия, я либо шила себе, либо перешивала под себя, чтобы это было удобно, комфортно. Когда я лежала в центре рассеянного склероза, периодически люди стали подходить, спрашивать, где ты взяла, почему так удобно, почему ты быстро можешь одеться. Я стала рассказывать, что вот сама шью для себя, стали поступать просьбы сшить такую же одежду. А потом меня пригласили поучаствовать в конкурсе «Особая мода». Я создала свою первую коллекцию, и там познакомилась с мамочками детей-инвалидов, особенно с тяжелыми детками, которые с ДЦП. Мы начали с ними работу по разработке изделий для них. То есть для деток, для мамочек, чтобы это было удобно, комфортно, чтобы это было интересно, чтобы были разные техники, вышивка, стежка, аппликация, термоаппликация, чтобы это было интересно и самим детям, и родителям. А со временем стали взрослые люди, а когда началась военная специальная операция, один очень близкий человек пришел с ампутацией руки и рассказал мне, что он, в госпиталях очень сложно их переодевать, во-первых, во-вторых, самим бы хотелось и переодеться. И тогда я кликнула клич по своему поселку, и ко мне стали приходить волонтеры. Сейчас нас 10-15 человек, мы 2 раза в неделю собираемся и шьем одежду в госпиталя волонтерским движением, и также ребятам на передовую, что они просят. Костюмы, футболки, всякие балаклавы, все, что можем. Вот так. Скажите, пожалуйста, а сколько людей живет в вашем поселке? Я так понимаю, что это у вас швейный цех, и немножко можете рассказать про одежду, чем она отличается? Одежда, она отличается спецификой того, что когда ты расстегиваешь, то есть расстегивается полностью, и можно положить ребенка, то есть если у ребенка сильная спастика, или у взрослого человека, то есть положил, застегнул и все. Также здесь, то есть полностью расстегивается. Вот. А взрослые жилеты очень просят стеганые изделия, они очень любят этот комплект для людей, которые в колясках. То есть, чтобы было легко надеть, снять. А юбка вот здесь расстегивается, то есть у нее липучки. Также в таком же принципе шьются штаны. Одна из последних коллекций, это мы разрабатывали с ребятами, которые вернулись из зоны специальной военной операции с протезами, либо с нарушением двигательной функции. То есть мы с ними очень подробно разрабатывали. И коллекция, которая зеленая, это был такой семейный образ, это мое желание было сделать что-то, связанное с нашей областью. Герб и конь, получается, у нас в Томской области, зеленый герб на гербу конь. С этой коллекции мы вышли в финал, победили на конкурсе «На крыльях», который недавно у нас проходил в Красноярском крае, окружной этап. И это очень, я считаю, важно и нужно, потому что когда мамочка может легко и спокойно переодеть своего ребенка, либо может взрослый человек одеться сам, то есть я по себе знаю, насколько это важно, насколько это нужно. То есть изделия разрабатываются, потому что у всех людей разные Анастасия Анатольевна. нозологии, у всех разные потребности, поэтому под каждого стараемся разработать. Анастасия Анатольевна, скажите, сколько человек проживает в вашем поселке? Большой он у вас? Около 2000 человек. 2000 человек. И откуда вы узнали про социальный контракт? Были ли сомнения, вопросы, заключать, не заключать? Сомнения всегда есть. Мы уже проработали какое-то время, наверное, лет 8 я проработала. Ко мне присоединилась дочь, она стала помогать мне разрабатывать тоже одежду, но у нее чуть-чуть подростковый, она взяла сегмент себе. И мы поняли, что мы не можем реально делать качественную одежду, прям такого качества высшего, так скажем,
потому что у нас было бытовое оборудование. И наш центр поддержки Молчанова, он предложил, говорит, Настя, есть вот такая возможность получить деньги, на эти деньги закупить оборудование. Конечно, были сомнения, как это, что это, но когда мы все взвесили, поняли, что это надо, что это реальная возможность сделать очень качественную одежду, поэтому мы собрали документы, нам помогли все это сделать, и мы закупили полностью промышленное оборудование, теперь просто наслаждаемся. Самое главное, что у вас все получилось. И вы прям совсем коротко скажите, вы можете сейчас сказать, что у вас работа вашей мечты? Вы довольны, что все получилось? Да, конечно. Это самое главное. Вы Давайте знаете, поаплодируем. Да, давайте вам поаплодируем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще раз всем мы вас приглашаем вернуться в зрительный зал. И переходим к следующей части нашей встречи. И сейчас поговорим о доступной медицине, про здоровое долголетие. И я хочу пригласить на сцену Юлию Юрьевну Шевалаеву, главного внештатного специалиста по организации оказания первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия, Шайтан Олег Борисович, начальник управления производственной медицины и охраны здоровья «Газпромнефть», Никитина Алена Михайловна, главный врач Якутской республиканской клинической больницы, Белоусов Всеволод Вадимович, директор ФЦМН ФМБ России, и Зарипова Эльмира Амировна, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. И прежде чем мы перейдем сейчас к нашей беседе, присаживайтесь, пожалуйста, давайте посмотрим видеоролик. Внимание на экран. Одним из ключевых приоритетов системы охраны здоровья в нашей стране является доступность медицинской помощи. В рамках реализации мероприятий и национальных проектов в России проведена масштабная модернизация инфраструктуры первичного звена, приобретено современное оборудование. Для повышения доступности медицинской помощи в медицинских организациях по всей стране существенно обновлен парк автомобилей, приобретены передвижные медицинские комплексы. Такие изменения позволили существенно увеличить охват профилактическими мероприятиями. Ежегодно в стране диспансеризацию и профосмотры проходят более 100 миллионов человек. Это позволило повысить выявляемость болезней на ранних стадиях для обеспечения своевременного и эффективного оказания медицинской помощи. Сегодня в стране развиваются центры медицины здорового долголетия, которые создаются для людей, у которых еще нет заболеваний, чтобы они дольше оставались здоровыми. Доступной становится и специализированная, в том числе высокотехнологичная помощь. 1,7 миллиона человек получили ВМП в 2025 году. Этот раздел государственных гарантий расширяется. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» меняет здравоохранение к лучшему, обеспечивая доступность здоровья для каждого жителя нашей страны. Как часто мы обращаем внимание на свое здоровье? У меня вот сейчас будет вопрос к нашему залу. Поднимите, пожалуйста, руки, кто хоть раз проходил диспансеризацию. Отлично. А теперь, пожалуйста, поднимите руки те, кто тянет с походом к врачу до последнего, как-нибудь само пройдет. Есть такие или нет? Есть. Есть такие. Юлия Юрьевна, вот как вы можете это прокомментировать? Насколько важно выявлять заболевания именно на ранней стадии? Какие возможности сейчас есть у нашей современной медицины? Я, в принципе, очень довольна результатом. Большинство сказали, что они положительно и пользуются таким мероприятием, как диспансеризация и различные профилактические мероприятия. И я рада, что на сегодняшний день мы говорим уже даже не о выявлении каких-то факторов риска хронических неинфекционных заболеваний при проведении диспансеризации, а мы пошли еще дальше. Мы говорим о выявлении предрисков различных состояний и хронических заболеваний, о такой ранней точке воздействия на жизнь человека, в которой он может повернуть течение реки своей жизни не в сторону болезни, а наоборот,
в другое русло сохранения своего здоровья. И для нас большая честь и большая ответственность, что именно в Республике Мордовия был открыт первый региональный центр медицины здорового долголетия. И 24 апреля, Татьяна Алексеевна, спасибо вам большое, при визите к нам в республику открыли двери нашего нового центра медицины здорового долголетия. Мы создавали наш центр как логичное продолжение того движения, которое было дано старт Татьяны Алексеевны в 2025 году. Это движение за медицину здорового долголетия. Когда такие большие мультидисциплинарные бригады, это были популярные доктора нашего региона, большие коллективы, которые часто выступают на больших площадках, амбассадоры спорта республиканского, все они выезжали в районы, и мы проводили вот такие масштабные мероприятия. Поэтому наше население уже ждало и было готово к открытию этого центра. Создавая центр, мы пошли по пути не создания его на какой-то старой базе, а это принципиально новое структурное подразделение, и мы постарались сделать в нем ощущение не больничного пространства. Все посещающие нас люди отмечают, что, приходя к нам, они чувствуют себя как будто бы дома. Они не испытывают той тревоги, когда мы приходим к доктору за каким-то вердиктом. Центр наполнен такими простыми, но очень важными исследованиями. И результат пациент получает в руки такой простой, очень наглядный, но информативный показатель. Это такой интегральный сборный показатель биологический возраст. В сравнении со своим паспортным возрастом человек видит скорость своего старения, где он находится, да, на карте своей жизни. И самое главное, он получает персонифицированную инструкцию, а что ему делать с этим дальше. Но мы не ограничились простым перечислением рекомендаций. Хоть большой поток даже очень полезной информации, но единожды произнесенный, он, к сожалению, очень быстро забывается. Поэтому мы организовали и предлагаем нашим людям оттренировать физическую активность вместе с врачом лечебной физкультуры при посещении тренажерного зала прямо в центре. Собрать на опыте свою здоровую тарелку питания с доктором, врачом-диетологом. И это мы тоже проводим в мастер-классах. Мы приглашаем наших людей обучиться техникам самоконтроля, релаксации, улучшения своих мыслительных функций, основываясь на технологиях и методиках, которые наши специалисты, неврологи, психологи получили при обучении в Центре мозга ФМБА. Конечно, основную методическую поддержку мы получаем от Института биологии и старения, Российского центра хирургии имени Петровского, за что им огромное спасибо. Это очень выверенные механизмы и инструменты диагностики. На сегодняшний день мы увидели уже первые результаты. Хоть мы работаем не очень долго, но мы видим и результаты, и первые отклики наших пациентов. Конечно, всегда это только положительные отзывы в нашу сторону. Из всех приходящих людей примерно 70% на сегодняшний день – это молодые трудоспособные граждане. И, что характерно, 15% из них – это как раз те люди, которых поликлиники так и не смогли дозваться на диспансеризацию в течение более 2 лет. А здесь они были заинтересованы, пришли и услышали нас. Примерно 57% людей, пришедших в центр, потребовали, то есть у них есть показания для более углубленного исследования 2-го этапа. А это очень большой набор выверенных биохимических маркеров различных механизмов преждевременного старения. И, к сожалению, у 12% людей мы зафиксировали уже активированные механизмы преждевременного старения. А примерно у 3% людей, которые приходили к нам, они впервые услышали от нас, что у них есть какое-то хроническое инфекционное заболевание. И каждого человека теперь мы берем на контроль, передаем дальше его по системе медицинской информации. И каждого ведем по пути всей его жизни вместе с врачами, терапевтами участковыми, врачами-профилактологами и врачами медицины здорового долголетия. Чтобы мы понимали, что у них сформировался правильные изменения их жизни.
Конечно, открыв наш центр, мы увидели большую заинтересованность людей. И у нас сформировался лист ожидания. Мы увидели, что мы не можем охватить столько людей, желающих сразу, поэтому было принято решение о расширении деятельности центра. На сегодняшний день еще 2 локации мы открыли, уже переформатировав работу существующих центров здоровья в одной крупной городской поликлинике и в районном центре. И вот в ближайшее время нас ждет еще одна перепрошивка работы межрайонного центра здоровья, который будет охватывать один из больших районов нашей Республики Мордовия. Мы также начали выездную работу, работаем с большими корпоративными клиентами, чтобы как можно ближе подойти к людям, которые заняты на своей работе, не могут выделить время, чтобы посетить доктора. И это тоже приносит свои большие плоды. Для таких особых групп наших посетителей, как ветераны боевых действий, специальной военной операции и членов их семей, для многодетных семей, в нашем центре выделяются отдельные дни. Эти дни можно посещать наш центр вместе со своими ребятишками. Мы специально оборудовали комнату матери и ребенка, приглашаем на эти дни волонтеров, чтобы они могли заниматься детьми, а родители могли спокойно пройти весь комплекс обследования. Дорогие друзья, я думаю, что, собираясь в кругу семьи или друзей, каждый из нас от души сначала всегда желает друг другу здоровья. И на сегодняшний день с появлением в Российской Федерации вот такой службы, доступной каждому, в программе государственной гарантии абсолютно бесплатной, это не только возможность желать и говорить, но и возможность действовать. И когда в каждом регионе откроется такой центр медицины здорового долголетия, я каждого призываю туда обязательно пойти и узнать свой биологический возраст и что с этим делать дальше, чтобы мы долго оставались здоровыми. Не просто в продлении периода нашей жизни, а в продлении активного и продуктивного ее периода. Спасибо вам большое, Татьяна Алексеевна. Спасибо. Ну, я только могу поблагодарить первое Артема Алексеевича Сдунова, что он поверил в этот проект, и он действительно стал первым регионом, который открыл у себя флагманский центр медицины здорового долголетия, который Юлия Юрьевна сегодня представляет и представила. И вы видите, что она представила первые результаты, которые действительно впечатляют, потому что они позволяют нам на примере подобного рода центров понять вообще, что у нас происходит в первую очередь с населением в трудоспособном возрасте, потому что мы нацелены на сохранение здоровой жизни. И то, что мы сегодня услышали цифры, 57%, это серьезные цифры, которые заставляют нас задуматься о том, что мы не всегда правильно относимся к своему здоровью, но своевременно обратившись в подобного рода учреждения и к медицине, мы точно можем скорректировать свои привычки. Это очень важно. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что 2026 год является для нас годом переходным, когда каждый регион открывает у себя или готовит к открытию у себя хотя бы по одному центру медицины здорового долголетия или переформатирует центры здоровья, как было уже сказано, закупает соответствующее оборудование, подготавливает специалистов. У нас уже переобучено более 600 специалистов на медицину здорового долголетия. И я очень рассчитываю, что с 1 января 2027 года в каждом регионе страны двери центров будут открыты. Сейчас присоединилась Москва. Вы видите, что идет активное информирование граждан по Москве, и тоже уже есть первые результаты. Подключается Владимирская область, совсем скоро в городе Муроме будет открыт такой центр. Свердловская область, в Екатеринбурге будет в ближайшее время открыт центр. Но я могу географию продолжать, но главное не в географии. Главное, чтобы каждый человек чувствовал, что нужно о себе позаботиться и прошел соответствующее обследование. Спасибо вам за подвижничество, Юлия Юрьевна, и удачи.
очень важно, когда не только мы сами заботимся о своем здоровье, но когда о нашем здоровье заботится еще и работодатель. Да? И здесь не только программа дополнительного медицинского страхования, но и, например, стимулирование заниматься спортом. Олег Борисович, как «Газпромнефть» заботится о своих сотрудниках? Какие программы вы внедряете? Я просто хочу сказать, Да. что они у нас каждый год являются победителями организации высокой социальной эффективности. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего хочу сказать спасибо организаторам и Татьяне Алексеевне, что пригласили нас к участию в разговоре на такую важную тему, как активное трудовое долголетие. Для нашей компании люди, наши сотрудники – это главный актив и главная ценность. И это не просто декларация. У нас в компании уже порядка 10 лет действует программа, называется она «Качество жизни», которая объединяет в себе несколько направлений поддержки всех аспектов жизни и работы наших сотрудников, начиная от ментального здоровья, корпоративный спорт, естественно, финансовая грамотность, правильная организация рабочих мест, рабочих пространств. Но ядром этой экосистемы, конечно, является забота о физическом здоровье наших сотрудников. В 2022 году мы принципиально изменили подход к организации системы охраны здоровья в нашей компании. Причина здесь была совершенно объективной. Мы увидели, что в период ковида практически все случаи тяжелого течения заболевания были связаны с наличием сопутствующих хронических заболеваний, о которых сотрудники или не знали, или должным образом не контролировали их течение. Соответственно, пересматривать нашу систему охраны здоровья мы начали с изменения вообще целеполагания. Так как любая система управления в крупной компании должна быть построена по процессному принципу, то мы начали с целей. Если раньше целями нашей системы было недопущение или сокращение случаев критических происшествий со здоровьем на наших объектах, то сейчас новыми целями является как раз продление периода активного трудового долголетия наших сотрудников и повышение качества жизни сотрудника, ассоциированного со здоровьем. Исходя из этих целей появились новые задачи, из этих задач появились инструменты, которые эти задачи решают. В итоге процессная модель нашей корпоративной системы на сегодня составляет 27 организационных, финансовых, медицинских и аналитических процессов, которые полностью описаны в нормативно-методической документации стандартных компаний и методиках по их реализации. Просто по-другому нельзя. В крупной компании система по-другому работать не будет. И я вот здесь хочу выразить огромную благодарность Институту терапии и профилактической медицины Минздрава, которые были участником этой работы, создания нашей процессной модели, и лично Оксане Михайловне, за личную экспертизу тех медицинских инструментов, о которых я как раз сейчас расскажу. Собственно, медицинские инструменты, которые входят в нашу модель. С чего все начинается? Они цикличны. Этот цикл у нас продолжается 2 года. Каждый сотрудник, вне зависимости от своей производственной специализации и условий труда, имеет возможность в нашей компании пройти раз в 2 года целевой скрининг здоровья. Целевой скрининг здоровья по своему наполнению значительно превышает требования законодательства по проведению периодических медицинских осмотров 29 приказ и значительно превышает по наполнению диагностику в рамках государственной программы диспансеризации. Сюда входит полный перечень лабораторных и инструментальных обследований, включая все ультразвуковые и эндоскопические обследования. В качестве примера главный риск преждевременной смертности сердечно-сосудистые заболевания мы диагностируем с применением нагрузочных проб. Кроме нас это делают лишь спортсмены, летчики и космонавты. Ну, наверное, так. Чуть позже расскажу, что это дает в цифрах. Следующий инструмент. После прохождения целевого скрининга здоровья каждому сотруднику, его прошедшему, формируется индивидуальный план лечебно-профилактической работы или паспорт, персональный паспорт здоровья. Сотрудники распределяются на диспансерные группы, и 3-я диспансерная группа ставится на диспансерное динамическое наблюдение. По этим 3 процессам у нас появилась новая роль – это доверенный врач. Институт доверенных врачей у нас отчасти
напоминает институт цеховой медицины, который был раньше, но просто на несколько другом новом качественном уровне. Следующий элемент – это лечение. В случае необходимости как планового, так и экстренного лечения оно у нас проводится и реализуется через механизм или инструмент персонального медицинского сопровождения. Штатные эксперты с очень богатым клиническим опытом маршрутизируют оказание медицинской помощи в стационаре или амбулаторно нашему сотруднику с момента обращения до момента выхода его на работу. Причем этот инструмент у нас распространяется и на членов семей наших сотрудников. Далее, оздоровление. Мы полностью пересмотрели подходы к санаторно-курортному лечению. Если раньше наши сотрудники в рамках коллективных договоров имели возможность за счет компании съездить в отпуск на Черное море условно, то сейчас санаторно-курортное лечение у нас организуется исключительно по медицинским показаниям с назначения доверенного врача с оценкой после действия, то есть как оно прошло и какой эффект дало. Мы компания крупная, имеем много удаленных активов, труднодоступных, где нет никакой медицины, кроме наших здравпунктов. И одним из инструментов, очень важным, является у нас Центр экстренного медицинского реагирования. Это ситуационный центр, который работает круглосуточно, оказывает врачебную поддержку в случае возникновения критического состояния. Эту поддержку оказывают специалистам здравпункта до момента прибытия бригады скорой помощи. Кроме этого, данный центр имеет соглашение с частной и государственной санавиацией и федеральными медицинскими центрами для эвакуации нашего сотрудника туда в случае необходимости. Последние кейсы показывают, что готовность медицинского борта к вылету в точку, где у нас есть пострадавшие, у нас составляет не более часа с необходимой бригадой специалистов. Спасибо. Теперь немножко о цифрах. Да, если можно, прям совсем коротко, у нас просто... Да, мне буквально минуту. Да, спасибо большое. Полторы, если можно, по дружбе. О цифрах. Первое. Охват медицинскими осмотрами по корпоративной программе у нас составляет 80%. Исполнение планов диспансерного наблюдения также составляет порядка 80%. Это говорит о том, что сотрудники доверяют новым инструментам. Уровень смертности, причем не только на рабочем месте, но и вне его, у нас сейчас 8 человек на 10 тысяч. Это в 4 раза ниже общероссийской статистики по трудоспособному населению. Уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности у нас сейчас 7 дней. Это лучший показатель в отрасли. И уровень удовлетворенности наших сотрудников новыми инструментами по социологическим исследованиям у нас составляет 80%. Развитие нашей системы дальше будет развиваться в сторону цифровизации. Мы уже внедряем систему, которую разработали вместе с Ростелекомом, единую корпоративную систему медицинскую. Плюс к этому вместе со Сбером и Яндексом в рамках совместной лаборатории создаем медицинского агента, медицинского ассистента на базе искусственного интеллекта. К концу года опробуем. Об эффектах. 2 слова в заключение все. Есть 3 вида эффектов от корпоративных программ заботы о здоровье. Первый эффект, естественно, медицинский. Он касается и связан со снижением заболеваемости и преждевременной смертности. Второй эффект – социальный. Уровень удовлетворенности сотрудников и, собственно, имидж компании как социально ответственного работодателя. И третий эффект – экономический. С ним не все так просто. Понятно, издержки мы считать научились от заболеваемости, и их снижение, оно, конечно, важно. Но есть один ключевой фактор. Это как раз вот это вот продление периода трудового долголетия, которое должно давать самый важный экономический эффект. Если взять одну отдельно взятую компанию, этого эффекта не будет. Объясню очень просто, потому что у нас средний стаж работы сотрудника на одном месте составляет 6 лет. А с учетом текучести персонал компании в течение 10 лет 15 обновится полностью. Если же все-таки большинство работодателей применяют такого рода инструменты заботы о здоровье и повышают уровень трудового долголетия сотрудников, эффект максимальный формируется на уровне государства и экономики. Как с точки зрения роста ВВП, так и с точки зрения снижения затрат на пенсионную систему. Поэтому у меня есть предложение, Татьяна Алексеевна, можно все-таки под вашим руководством, с учетом привлечения бизнеса, с профильными министерствами, все-таки разработать механизм
стимулирование работодателей к реализации корпоративных систем охраны здоровья. Как решение это может быть расширение предупредительных мер, которые позволяют работодателям компенсировать часть затрат из социального фонда, а также возможно снижение ставок социального налога, если работодатель показывает эффект от этих мероприятий. Потому что для государства это эффект колоссальный. Спасибо большое. Спасибо. Говоря о труднодоступных, отдаленных территориях, мы сейчас переходим к Якутии, где обычные люди каждый день совершают подвиги, врачи, несмотря ни на что, приходят на помощь пациентам. Алена Михайловна, я знаю, что у вас есть проект, который вы реализовали в республике, сегодня уже регионы Дальнего Востока. Этот опыт у вас перенимают. Расскажите, пожалуйста, об опыте организации мобильных бригад. Как и какую помощь могут получить люди вот в рамках такого формата, если можно, тоже прям коротко и основательно. Ладно? Спасибо. Добрый день, уважаемая Татьяна Алексеевна, уважаемые участники форума. Конечно, наш регион уникальный. Это не только климато-географические особенности, это огромная территория, это сложная транспортная логистика, это низкая и крайне низкая плотность населения. В 2023 году по инициативе главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева был создан Республиканский центр мобильных бригад. В рамках подготовки новой модели оказания первичной специализированной медицинской помощи в арктической зоне Республики Саха-Якутия, а это 13 районов арктических, которые занимают более 50% площади всей республики. А как раз-таки там крайне низкая плотность населения. Нами была проведена большая работа. Мы разработали технологические карты по профилям медицинской помощи. Также были нами разработаны логистические карты в разрезе каждого муниципального образования с учетом текущей автосообщений. Также это были определены объемы оказания медицинской помощи и финансовое обеспечение в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, нормативно-правовые документы, ну и так далее. И с того момента, с 2023 года, ежегодно на системной основе не менее 2 раз в год Республиканский центр мобильных бригад доктора выезжают во все 89 населенных пунктов арктической зоны. А с 2024 года по поручению нашего главы также и в другие труднодоступные населенные пункты нашей огромной республики. Основными направлениями нашей деятельности, конечно, является проведение профилактических медицинских осмотров. Это диспансерное динамическое наблюдение, в том числе и посредством телемедицинских консультаций. Это отбор на специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь наших пациентов. И за этот период ежегодно охват осмотрами населения, он растет. По итогам 2025 года мы охватили порядка 42 тысяч населения. Впервые выявлено было 10 тысяч, более 10 тысяч заболеваний, направленные на дальнейшее дообследование, значит, медицинские организации 3-го уровня, ну, порядка 300 человек. И эта помощь, она, конечно, приносит свои плоды. Первыми результатами является это прежде всего повышение охвата профилактическими мероприятиями в целом в республике. Это снижение выездов скорой медицинской помощи, снижение госпитализации. Ну и, конечно, я считаю, что самым, наверное, главным результатом, одним из самых главных результатов является повышение удовлетворенности. На старте это было 38%, до 66% в целом в республике, а в арктических районах это порядка 77%. А что сами люди-то говорят? Вы знаете, мы на протяжении всех этих лет, конечно, наши доктора слышат очень хорошие слова, добрые слова благодарности, потому что это действительно
очень большая помощь, самые труднодоступные, отдаленные населенные пункты нашей огромной республики. И я хочу сказать, что, конечно, Республиканский центр мобильных бригад будет продолжать свою работу и будет стремиться к тому, чтобы оказывать помощь на местах во всех населенных пунктах и всем жителям нашей республики. Спасибо большое за вашу работу, за ваш опыт. Алена Михайловна, я сейчас вас попрошу, если можно, вот на ближайший диванчик присядьте, пожалуйста, на первый. Да, если... Алена Михайловна, да. Спасибо большое. Наоборот, чтобы коллегам было удобнее разговаривать. Всеволод Владимирович, в последнее время очень большое внимание уделяется когнитивному и психоэмоциональному здоровью человека. Я знаю, что тот опыт от программ, которые внедрялись в Москве, сейчас пытаются перенять другие регионы. Вот расскажите, пожалуйста, что за программы и чем они так уникальны? Да, большое спасибо, глубоко уважаемая Татьяна Алексеевна, Денис Сергеевич, дорогие коллеги. Ну, у нас сегодня речь о семье, и, конечно, ну вот мы уже все видели и в роликах, и в выступлениях, что здоровая семья – это неразрывная связь нескольких поколений, включая действительно старшее поколение, которое может и заботиться о внуках, и помогать, на самом деле, родителям и молодым, и не очень уже молодым. И вот это все хорошо, когда старшее поколение сохранило когнитивное здоровье, когда они находятся не в стрессе, не в тревоге и так далее. Но вместе с тем мы понимаем, что с ростом продолжительности жизни, которая во всех ведущих странах отмечается, и в нашей стране тоже, конечно, выступают на первый план возраст-зависимые заболевания, в том числе, соответственно, когнитивные снижения. И когда наше старшее поколение, ну вот в пределе, да, перестает узнавать своих родных и близких, теряет память, какие-то бытовые навыки, это действительно трагедия. И что здесь можно сделать? То есть есть ли у нас какие-то методы в арсенале? Конечно, можно. И вот, Татьяна Алексеевна, вы в 2024 году на Питерском форуме, как раз на сессии, посвященной активному здоровому долголетию, одобрили концепцию таких центров когнитивного психоэмоционального здоровья, целью которых является не только работа с уже пациентами, которые имеют выраженные симптомы, но вовлечение как раз молодых, здоровых людей в заботу о своем ментальном здоровье и раннее выявление, потому что если мы рано выявляем какие-то признаки снижения отдельных каких-то доменов памяти или внимания, или мышления, мы и можем там вмешаться и с помощью когнитивных тренингов эти процессы сильно замедлить или вообще остановить. И, собственно, уже в 2025 году тоже вот Татьяна Алексеевна открывала у нас в Центре мозга нейротехнологий Центр когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, который стал таким эталонным центром, где разрабатываются, внедряются и масштабируются подобные методики. И я вот буквально тезисно поделюсь как бы принципом и первыми результатами работы этого центра, потому что, ну, первый принцип – это мультидисциплинарность, то есть у нас на каждого пациента, на каждого, кто пришел в этот центр, смотрят сразу несколько врачей. Это и невролог, и психолог, и врач физической реабилитационной медицины. Это очень важно, именно их консолидированное мнение. Дальше это персонифицированные программы, целый арсенал методик, которые все масштабируемые, которые все стандартизованные. И, соответственно, они включают в себя персонифицированные тренинги когнитивные. Они включают в себя тренинги психоэмоционального равновесия с помощью биологической обратной связи. Методики различные сенсорной и электро- и магнитной стимуляции нервной системы, лечебную физкультуру и многое другое. И, конечно, главная наша цель была создать масштабируемую модель, которая может быть внедрена и в медицинскую, и в социальную сферу в различных регионах нашей страны.
И если касаться уже масштабирования, то вот по поручению нашего руководителя агентства Вероники Игоревны Скворцовой уже 10 таких центров созданы при окружных центрах научно-клинических Федерального медико-биологического агентства. Также вот вы упоминали пример с Москвой. Действительно, ФМБА России совместно с правительством Москвы организовала проект, где в 140 центрах московского долголетия появились такие кабинеты, где методики, разработанные в нашем центре, соответственно, были внедрены. Это методики когнитивных тренировок и методики психологической разгрузки, избавления от стресса. И я вот поделюсь такими цифрами. Прям коротко, очень коротко. Да, очень коротко. Уже по равновесию когнитивному, точнее психоэмоциональному, 25 тысяч человек вовлеклись в эту программу, прошли тренинги. У них есть такой показатель альфа-ритм, который снимается энцефалограммой у этих не пациентов, даже здоровых людей. У всех практически отмечено до 80% повышения альфа-ритма, что означает выход из стресса, способность концентрироваться и так далее. И это вполне объективные метрики. А что касается когнитивных тренировок, то 40 тысяч записавшихся на тренировки, 20 тысяч сейчас проходят, 15 уже прошли. И, соответственно, у 90% этих людей на 30% увеличились те показатели: память, внимание, мышление. Это своего рода данные, которые, такой стал большой эксперимент на больших данных. Мы доказали, что эти методики работают. Мы очень благодарны коллегам в Мордовии, что они обратились к нам за методической помощью в организации кабинета такого при Центре здорового долголетия. И, соответственно, также открывается такой полноценный центр, такой клон нашего Центра когнитивного здоровья в Великом Новгороде вот уже в этом году. То есть, спасибо, Татьяна Алексеевна, вы видите, что фактически эта модель, которую вы тогда одобрили, она масштабируема, и представляется, что, конечно, такие центры должны существовать в каждом регионе, и, соответственно, такие кабинеты должны, наверное, появиться в каждом центре здорового долголетия, и мы со своей стороны, Федеральное медико-биологическое агентство, готовы всячески помогать стандартизовывать и внедрять эти методики, обучать и так далее. Спасибо большое. Спасибо. А мы сейчас готовы показать видеоролик как раз-таки про активное долголетие. Давайте посмотрим. Я всегда мечтала в детстве танцевать, а сейчас я танцую. И не только, все со мной танцуют. Я воплотила в себе ту артистку, которая не поступила. Я сейчас теперь живу на полную. Мне так хотелось вернуться снова на сцену. И тут эта мечта моя осуществилась. Очень много моих мечт здесь осуществилось. Я начала танцевать, заниматься спортом, получила золотой значок ГТО. И главное, я участвую в конкурсе красоты. Я стал себя, во-первых, лучше чувствовать физически и эмоционально. Я приобрел много новых друзей, великолепных, интересных людей, которые также не сидят на диванах, а активно живут. Можно, например, и на зарядку, и на танцы, и на физкультуру. Бассейн, пожалуйста. Рисовать хочешь акварелью, пожалуйста. Слыхал уже вязание, нейромагия, бильярд. И встречаться с друзьями, это тоже продлевает жизнь. К нам приходят юристы, медики. Это дает нам большой кругозор, который мы познаем что-то новое. Очень много мероприятий проходит для людей серебряного возраста. Это все вдохновляет. Приходишь с таким зарядом сил. Самое главное, когда человек уже на пенсии, ему нужно найти занятие по душе. Не бойтесь ничего. Идите вперед, открывайте новые горизонты. Мы сегодня говорим о семье, здоровье, самореализации. Фактически затронули все поколения от рождения ребенка до серебряного, почетного возраста. И, знаете, еще какое-то время назад люди старшего поколения считали, что с выходом на пенсию они почему-то никому не нужны, что о них никто не заботится, что о них никто не думает. Без работы, спортивных, творческих занятий человек начинает меньше двигаться, теряет социум, быстрее, скажем так, стареет. Но это было до появления программы активного долголетия. Скажу по своей семье, у меня мама в 70 лет с удовольствием ходит заниматься танцами и пилатесом.
Поэтому спасибо огромное за появление таких программ. Эльмира Амировна, у вас в Республике Татарстан разработана целая экосистема активной жизни для пожилых людей. Как работает эта программа? Какие возможности появились? Если можно, сразу говорю, у нас есть буквально пара минут, не больше. Пожалуйста. Ну, прежде всего, действительно, те демографические тенденции, которые характерны для всей страны и для республики в том числе, безусловно, обусловили появление этой программы. Посмотрите, у нас сегодня растет и число долгожителей. Почти каждый четвертый житель республики старше трудоспособного возраста. Растет число столетних юбиляров. И сегодня результатом этого стала программа. Есть у нее свои показатели. Безусловно, мы работаем над тем, чтобы они выполнялись. Но основа долголетия – это физическая активность. 12 тысяч спортивных у нас есть объектов в Республике Татарстан. И, безусловно, 5 тысяч различных мероприятий, в которых участвуют представители старшего поколения. Это не только турниры по шахматам, по шашкам, это большой комплекс мероприятий спортивного характера. И вот, например, у нас Союз пенсионеров проводит спартакиаду старшего возраста. Объединяет она 4500 участников. И, соответственно, конечно же, вот посмотрите даже по видео, по 5 видам спорта соревнуется каждый муниципалитет. И сегодня главы включаются, тренируют свою команду старшего возраста и соревнуются о том, какой же муниципалитет выиграет первое место. И, конечно же, сохранению когнитивных способностей слушать университет третьего возраста. 27 программ. 110 тысяч человек, студентов старшего возраста, объединяет сегодня этот университет. Ну и, конечно же, клубы по интересам. Поставлена задача, чтобы они были бесплатными, равно как и спортивные сооружения, где определены все занятия играми, танцами, пение. У нас в Республике Татарстан для старшего поколения бесплатно. В спортивных учреждениях и объектах определены дни занятий, льготного посещения и бесплатного прохождения курсов. И, конечно же, яркой страницей является фестиваль «Балкыш» самодеятельности ветеранов. У нас в этом году самый старший участник этого фестиваля – 100-летний Алексей Иванович Писарев. Он участник Великой Отечественной войны. Какие он пишет стихи и как он их читает со сцены, это заслуживает, конечно же, отдельного внимания. И это тоже всегда в целом в клубных формированиях в республике у нас участвует 40 тысяч пожилых граждан. И современный путь к долголетию, как записаться, кстати, мы создали отдельную платформу «Золотые годы», и каждый житель любого муниципалитета может посмотреть, а какие расписания есть у него, по каким дням. Как 2000 видов занятий по муниципалитетам Республики Татарстан. В этом году у нас 30 тысяч пожилых записались электронно. И это бы не было возможным, если бы у нас не было программы по обучению компьютерной грамотности. Чемпионат компьютерного многоборья республиканский называется «Мудрость», «Хикмет». В этом году объединил 1000 участников. Самый старший Зарипов Равкат Шакурович, 84 года. Мы заняли первое место по Приволжскому округу в результате по чемпионату компьютерного многоборья и 4-е по стране. И муниципальные практики. В каждом районе они разные. Я не буду называть, но единственное, у нас сегодня самая, наверное, такая мощная практика в Казани. На 91 площадке бесплатные различные занятия, а летом они выходят на набережные, скверы и парки. Проект «Казани. Жизнелюб». И сегодня у нас 11 тысяч зарегистрировано на платформе Добро.РФ. То есть наше старшее поколение, еще и волонтеры, помогают в сборе гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Конечно, это не было возможным, если бы не было медицинской профилактики, превентивной помощи, кабинеты гериатрические койки. Точно так же у нас работают центры памяти, создан Республиканский центр когнитивных расстройств. И, соответственно, 10 межрайонных кабинетов памяти сегодня оказывают помощь, но не просто оказывают помощь, а, во-первых, дают родственникам сведения о том, где, в каких социальных службах можно получить дальнейшую помощь по социальной реабилитации. И, соответственно, конечно же, это благодаря выстроенной системе межведомственного взаимодействия наших социальных служб со здравоохранением. И, Татьяна Алексеевна, я хотела бы поблагодарить за тот проект по доставке лиц старшего поколения. Помните, мы закупали автомобили для жителей отдаленных населенных пунктов. Сегодня, вот мы посмотрите, даже в этой аудитории есть те люди, которые проживают в городе, я так понимаю, и не все дошли на диспансеризацию. А что такого для пожилого человека, у которого хозяйство, собраться, выехать в райцентр на диспансеризацию, да это целая история. А вот
этот проект по доставке. 33 тысячи жителей мы доставляем. И, кстати, благодаря тому, что нам потом система здравоохранения дает информацию о том, а кто нуждается в дополнительной помощи, в уходе на дому, а может, кого-то нужно взять уже в систему долговременного ухода или в перспективе. 1500 человек мы ежегодно по итогам диспансеризации, работы кабинетов здоровья берем на надомное социальное обслуживание. И благодаря взаимодействию со здравоохранением в рамках только системы долговременного ухода у нас снижение вызовов скорой помощи на более чем 20% и более чем на 50% среди получателей системы долговременного ухода обращений за первичной медицинской помощью. Таким образом, долголетие – это жить гармонично, выбор за нами. Мы с вами все будем жить долго, а самое главное, чтобы наше долголетие было активным. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромнейшее. Давайте еще раз поаплодируем нашим спикерам. Я вас попрошу вернуться в зрительный зал. Я думаю, что настало время подвести некий итог нашей встречи. Прежде чем мы увидим еще один творческий номер на этой сцене, буквально несколько слов. Мы сегодня поговорили о программах, которые, безусловно, важны для каждого из нас. Пожалуйста, несколько слов. Денис, на самом деле очень важная тема, которая нас на самом деле объединяет, потому что то, о чем мы сегодня говорили, это то, о чем говорят наши люди постоянно, то, за что они благодарят, и то, чем они недовольны. И благодаря такой обратной связи мы на самом деле корректируем свои решения, свои действия. И я бы хотела поблагодарить всех тех, кто делает это возможным. Это и наши регионы, это и наши работодатели, это наши социальные работники, медицинские специалисты, которые двигают вперед нашу страну и делают те достижения, которыми мы гордимся. Потому что завершу тем, с чего начала. Родина для нас начинается с людей, потому что люди делают те достижения, собственно, ради которых они живут, ради которых они рожают своих детей, продолжают свою семью. И если мы вместе, нам все по плечу, и мы побеждаем. Я хочу еще раз всех за это поблагодарить. Спасибо. Спасибо огромнейшее за эту встречу. Давайте мы с вами пройдем в зал. Буквально несколько секунд, и на эту сцену выйдет хор московского долголетия. Давайте, пока сейчас у нас идет небольшая подготовка сцены, поаплодируем и поддержим участников московского долголетия. Сердцем не стареть, песни, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, сердце свое сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгой точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет незнакомый, не вступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты, улетающий вдаль самолет, сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Там веками ветры, да снега не вид, там совсем недавно
все богатства взять из-под земли. А ты, улетающий вдаль самолет, сердце свое сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам таежный несколько часов. А ты, улетающий вдаль самолет, сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море.